История игрушек — это франшиза, с которой все началось для Pixar. И в этом году они продолжают эту любимую серию мультфильмов, хотя и косвенным образом. Анимационная студия Disney собирается представить нам База Лайтера в прошлом, и сегодня мы разберем совершенно новый трейлер. Для тех, кто хочет поближе познакомиться со всем, что здесь происходит. Мы здесь, чтобы разобрать это по крупицам. Давайте погрузимся. Мы начинаем с эпизода, когда мистер Лайтер экипируется и готовится к действию. Мы даже видим его жетоны, что приятно. Здесь мы видим, как Базз направляется в ландшафт этой неизвестной планеты, которая не является Землей, как ясно из диалога. Базз берет с собой напарника из звездного командования, поскольку они готовятся к миссии, которая готовилась целый год. Все для 4-минутного полета, как выразился Базз. Всего несколько мгновений спустя нашего героя схватил подземный монстр с щупальцами, который выглядит так, как будто это какое-то живое растение, обитающее в этом далеком мире. Я думал об этом, когда вышел первый трейлер, но он мало чем отличается от Дренгира из вселенной Звездных войн. Полагаю, кроссовер или что-то в этом роде, просто соединяю некоторые точки. К счастью, База спасает другой союзник, и он возвращается к своей миссии. Затем мы еще раз взглянем на тщательно продуманную базу операций, созданную звездным командованием. Он включает в себя действительно впечатляющую инфраструктуру, такую как гигантская база. Мы также видим большой забор по периметру, который используется для защиты от некоторых местных диких животных. Здесь мы видим, как Базз держит в руках загадочный кристалл, который будет питать его корабль во время предстоящего испытательного полета. Это, по-видимому, отсылка из оригинальной истории игрушек, в которой игрушечная версия База спрашивает, используют ли они все еще ископаемое топливо на Земле, или они уже открыли кристаллический синтез. Похоже, это кристаллический синтез в действии. Затем мы переходим к самой миссии, где Базз садится на свой корабль и готовится к взлету. К сожалению, его приятеля забирает один из тех же монстров-щупалец, которые ранее схватили нашего героя, хотя это разыгрывается немного больше ради комедии. Похоже, что если эта миссия будет успешной, всем на этой базе будет разрешено отправиться домой, предположительно имея в виду Землю. Это вызывает некоторые вопросы, поскольку суть истории не была раскрыта ни в этом трейлере, ни в предыдущем тизере. Подразумевается, что Базз каким-то образом сбивается с курса во время этого экспериментального полета и оказывается там, где его быть не должно. Мы видим, как он направляется к этой смотровой площадке, чтобы осмотреть местность. Но затем мы получаем снимок этого зловещего вида корабля. Говоря об этом зловещем корабле, эта штука выглядит действительно внушительно. Подразумевается, что здесь укрываются злодеи фильма, которые кажутся подчиненными злого императора Зурга, заклятого врага База, как показано в истории игрушек 2, а также в Базз Лайтер из звездной команды. Здесь мы также видим подчиненных роботов, которые, по-видимому, служат на стороне Зурга. Возможно, самый важный момент из всех наступает сейчас, когда мы встречаемся с Сокс, нового робота-компаньона База. Мы довольно много видим и слышим от него в этом новом трейлере, и уже можно представить, как он затмевает всех. Теперь мы, кажется, подходим к центральному конфликту с вышеупомянутым массивным роботом, терроризирующим База и его команду. Эта машина смерти выглядит так, будто она сделана из той же ткани, что и Зург. Это наш новый Зург. Был ли он переосмыслен как гигантский робот смерти, или это просто творение Зурга, которого готовят к большому показу, как только зрители действительно окажутся в кинотеатре? Время покажет. Но, похоже, этот робот будет держать нашего героя в напряжении. Здесь мы видим, как Базз снова занимается делами космонавта, на этот раз со своим новым приятелем Соксом. Мы также получаем отрывок из ошеломительного диалога кота, когда он сообщает Базу, что полет был ужасающим и что он сожалеет, что присоединился к нему. Здесь мы видим, как База атакует робот, который мало чем отличается от тех злых, которых мы видим в других местах трейлера. Здесь Базз впадает в серьезный героизм, неся на спине одного из своих товарищей, чтобы спасти их от... трудно сказать от чего. Эта последовательность довольно хаотична, и он пытается проскользнуть под то, что выглядит как корабль, падающий на землю. Затем мы получаем действительно крутой снимок ранее упомянутого гигантского робота Зурга, снова преследующего База. К сожалению, наш герой заходит в тупик и сталкивается с гневом этого робота. Также стоит отметить, что эти желтые машины немного похожи на силовой погрузчик из «Чужих», что довольно мило. Когда мы приближаемся к концу трейлера, появляется хороший, быстрый монтаж, в котором за короткое время происходит очень многое. Это включает в себя гигантского робота смерти, разбивающего свою компьютерную консоль. Мы также получаем кадры, в том числе ужасного инопланетного зверя, пытающегося унести одного из приятелей База из звездной команды, а также несколько ловких движений через космические порталы и База.
И последнее, но, конечно, не менее важное. Трейлер завершается еще одной забавной шуткой с участием Сокс. Базз явно провел долгий день в космосе и пытается лечь спать. Сокс, поразительно болтающийся на прикроватном столике, предлагает издать несколько успокаивающих звуков сна для своего спутника-человека и в конечном итоге переходит на белый шум. Опять же, этот маленький чувак собирается украсть шоу, и мы должны быть готовы к этому.